12 декабря состоялось, пожалуй, главное событие в российском шоу-бизнесе. Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова во второй раз обменялись клятвами и кольцами. Знаменитости закатили громкую тусовку, куда позвали весь бомонд. От Яны Рудковской и Елены Перминовой до Тимати и Егора Крида. Пара живет в браке уже 10 лет. За эти годы они успели обзавестись 4 детьми и роскошным трехэтажным особняком, пережить несколько семейных кризисов и реабилитацию артиста в рехабе, оказаться на грани развода и вновь сойтись. Супруги решили помпезно отпраздновать свадьбу. Первая свадьба в 2012 году прошла скромно, а теперь в лучших традициях британской королевской семьи, с телевизионными камерами, трансляцией в социальных сетях и подвенечным платьем за 2,5 миллиона рублей. Правда, не обошлось без обломов. Пока неизвестно точно, сколько денег потратили Самойлова и Джиган на вечеринку, но явно немало. Самое дорогое у Оксаны подвенечное платье, и оно досталось бизнесвумен совершенно бесплатно, в подарок от бренда, возможно, за рекламу. Наряд усеян кристаллами и вместе с фатой весит около 15 килограммов. Можно только представить, насколько невесте было тяжело. Сначала у нее была фотосессия в специальной зоне, и только спустя несколько часов сама церемония бракосочетания. Все это время Оксана стойко держалась, как Елизавета II в день своей коронации. В день свадьбы Самойлова исполнила детскую мечту – побыть немного принцессой. Иначе как еще объяснить антураж в духе дорого-богато? Зал с огромными хрустальными люстрами, обилие живых цветов и свечей, мерцающие фотозоны, холодные фонтаны и фейерверки, даже стулья и те были серебристые. Но по уровню организации торжество российских звезд, конечно, сильно уступало церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Прямая трансляция торжества то и дело зависала, а в самый интересный момент, когда супруги обменивались клятвами и кольцами, пропал звук. Пользователи сети смотрели немое кино и возмущались в комментариях. Периодически ведущих свадьбы заносило не в ту степь. Так, например, Арсений Попов и Сергей Матвиенко не узнали сестру Оксаны Самойловой Юлию, которая в 2018 году представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Пока ведущие развлекали гостей, Оксана Самойлова переоделась в более классическое и менее дорогое платье. Второй наряд невесты стоит 700 тысяч рублей, и, по всей видимости, за него она заплатила из собственного кармана. Кстати, даже при своем финансовом благополучии супруги, видимо, старались сэкономить на свадьбе. Так, от бумажных пригласительных пара отказалась из-за высокой цены. По словам Оксаны, в компании им озвучили сумму в 5000 рублей за изготовление и отправку одной открытки в конверте. Так как на празднике было около 200 гостей, услуга вышла бы в 1 000 000 рублей. А вот за выступление звездных гостей паре наверняка платить не пришлось. Свечку, конечно, никто не держал, но зачастую происходит это по дружбе или бартеру. На празднике гостей развлекал рэп-дуэт Хэм Али энд Навай, группа Артик энд Асти, Тимати и Егор Крид, а потом и сам жених исполнил несколько композиций с Артемом Качером и Анной Седоковой. Последняя, кстати, особенно отличилась на свадьбе. Артистка вышла на сцену в розовом латексном платье, которое едва прикрывало пышную грудь, чтобы спеть с женихом композицию «Холодное сердце». Перед выступлением Джиган рассказал романтичную историю, что на съемках клипа к этой песне он познакомился с Оксаной. Правда, до этого говорил, что в ночном клубе. Огромный многоярусный торт высотой около 5 метров тоже вышел бы Джигану и Самойловой в копеечку, если бы не одно «но», часть его оказалась муляжом. Журналистам удалось снять, как организаторы заносили в зал пенопластовые круги еще до начала мероприятия. Кстати, кондитерский шедевр чуть было не уронили. К тому моменту, когда вынесли торт, Оксана Самойлова была уже в новом платье. Облегающий наряд цвета шампанского уж очень напоминал знаменитое платье Мэрилин Монро, в котором Ким Кардашьян блеснула на Мет-гала. Совпадение. Торжество, которому предрекали стать событием года, по факту назвали провалом года. Джиган и Оксана Самойлова собрали все свадебные клише. Светящиеся имена молодоженов, зал, утопающий в цветах, подружки невесты в одинаковых платьях,
Гигантский несуразный торт, белый смокинг с пышной бутоньеркой. И этот список можно продолжать до бесконечности. Не хватало только лимузина, баяниста, белых голубей и конкурсов со стульями. Грандиозного шоу не получилось, и даже нарочитая внешняя помпезность не скрыла, мягко говоря, скромность праздничного стола и хромающую организацию. Не на том супруги сэкономили и не на то сделали ставку. Но уж такой у многих звезд образ жизни – пускать пыль в глаза. Пишите свое мнение и подписывайтесь на канал. Впереди много новых новостей.